Всем привет! Меня зовут Евгений, и я хочу начать с рассказа об истории развития нашего продукта. Первым продуктом компании Positive Technologies был сканер уязвимостей, который в том числе сканировал и сеть. Сначала это был Xspider, затем MaxPatrol, и задачу по сканированию веб-приложений там решал отдельный модуль. В 2011 году стало понятно, что веб-приложения имеют свою специфику, и для того, чтобы искать в них уязвимости более качественно, необходимо разработать новый модуль. Так началась история развития Black Box сканера. Вскоре из отдельного модуля вырос полноценный автономный сканер приложений, который начали в пилотном режиме эксплуатировать в разных продуктах компании. И в 2014 году сканер был интегрирован в основные продукты Positive Technologies, MaxPatrol и Application Inspector. Причем его работа производится в разных режимах. Если внутри MaxPatrol сканер функционирует в режиме, аналогичном его автономной работе, то внутри Application Inspector он работает в режиме точечных проверок, помогая уточнять результаты статического анализа кода. На внедрении развитие сканера не остановилось. Под капотом он успел сменить 4 мажорные версии ядра, обзавестись большим количеством модулей для разнообразных проверок, научился работать в распределенном режиме. И в 2017 году был проведен эксперимент по выходу в облака. И на данный момент наша команда рада представить вам, помимо облачной версии сканера, релиз коробочного решения, который называется PT Black Box. Такое название произошло от принципа его работы, методом черного ящика, когда нет никакой предварительной информации об устройстве проверяемой цели и особенностях ее окружения. Для того, чтобы совершенствовать наш сканер, мы для себя выделили некоторые метрики, вокруг которых построили проверку качества своего развития. И сейчас более подробно про них вам расскажет Олег. Всем привет! Задавшись вопросом, в какой точке мы находимся, мы решили определить, а что мы считаем наиболее важным для нашего пользователя и на какие метрики мы можем опираться. Как результат, мы выбрали 3 метрики. Первое – это количество уникальных уязвимостей. Это понятное многим True Positive срабатывание, обычные реальные уязвимости, которые может обнаружить наш продукт. Второе – шумность. Это наша метрика, которая родилась из нескольких собранных. Это дубликаты, false positive и их комбинация. Мы посчитали ее довольно просто. Взяли отношение True Positive ко всему вышеперечисленному и посчитали их в процентах. И третье – это время сканирования. Третье по порядку, но далеко не по значимости. Мы вообще начинали смотреть ее самой первой. Нам было важно, чтобы с ростом количества уязвимостей, которые может найти наш продукт, время, если и росло, то незначительно. Собрав эти метрики, которые помогают нам оценить, а что же мы делали, осталось разобраться, а как мы их проверяли. Для проверки важных нам метрик мы развернули 60 различных тестовых стендов. Свой выбор мы делали на базе общемировой статистики использования приложений. Так, например, у нас оказалось 9 стендов с WordPress как лидером по распространенности среди всех CMS и готовых движков для создания веб-приложений. Исходя из статистики, мы подобрали еще 22 различных CMS, куда попали как популярные во всем мире Drupal и Joomla, так и популярные у нас Bittrex и OpenCart. Также в нашей выборке мы обращали внимание на стек технологий, используемых в CMS. Благодаря этому в выборку попали не только стенды на PHP, но и на Java, C#, .NET и Go. Не обошли стороной заведомо уязвимые приложения, которые используют для тренировок и в качестве проверок различных сканеров. Определившись с метриками стендами, мы стали наблюдать за ними во времени. При этом обнаружилось много интересных закономерностей. Одна из них заключалась в том, что с увеличением числа обнаруживаемых сканером уязвимостей растет и количество ложных срабатываний. Причем с определенного момента рост числа ложных срабатываний начинает обгонять количество находимых сканером уязвимостей. Сперва мы решили, что это наша внутренняя проблема, но после сравнения стало понятно, что это характерно для большинства аналогичных продуктов. Тем не менее, мы сумели найти решение этой проблемы для нашего сканера. Дальше мы столкнулись с тем, что при реальном опыте использования очень большое значение играет так называемая шумность отчета, о которой мы уже упоминали ранее. Большая шумность отчета приводила к тому, что сканер фактически отказывались использовать из-за того, что приходилось тратить много времени и сил на получение настоящего результата. В некоторых аналогичных продуктах этот показатель доходил до 90%, что вело к появлению нескольких тысяч ложных срабатываний после каждого сканирования. Также большую роль играет время сканирования. Очевидно, что с увеличением количества проверок будет возрастать и время сканирования. Наша задача заключается в том, чтобы этот показатель увеличивался как можно меньше при добавлении новых проверок.
Мы собрали текущие проблемы, с которыми столкнулись при разработке PT Blackbox, и решили посмотреть, а как обстоят дела у других продуктов на рынке. Одна из основных проблем — это обширный набор приложений на проверку. В текущей инфраструктуре могут встречаться как legacy-проекты, написанные 10 и более лет назад, и которые нужно продолжать обслуживать даже по сегодняшний день, так и современные SPA-приложения. И если с классическим вебом все сканеры плюс-минус умеют работать, то с динамическими и тем более SPA-приложениями дело обстоит уже гораздо сложнее. В отличие от классических веб-приложений, в SPA нужно понимать логику самого приложения. Недостаточно собрать список адресов и просто пройти авторизацию. Нужно построить полноценный граф переходов и состояний самого приложения, который покажет, куда можно применить точки атаки и где можно будет их проверить. Мы работаем в этом направлении и считаем одним из самых интересных вызовов для всех DAST-приложений сейчас. Следующая проблема для сканера — это так называемый API First Development. Просто пройти пофазить и посмотреть разные параметры и точки входа — это задача решаемая. Но для корректного анализа и атаки на API необходимо понимать бизнес-логику приложения, которую заложил в нее разработчик. Схема API, например, Swagger, может стать хорошим подспорьем в этом, но и ее будет недостаточно для полноценного анализа. Как и при работе с SPA, в отправленном вами запросе может не только отсутствовать результаты атаки, но и вообще не быть какого-то содержательного ответа. Вам нужно будет найти цепочку ответов, чтобы добраться до результата. Как мы считаем, решение данной проблемы лежит на стыке SAST и DAST и сбора данных от команды тестирования. Мы активно исследуем и ведем работу в этом направлении. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это вопрос покрытия, то есть набор векторов и проверок, помноженный на глубину и точки атак. Мы стали развивать наш сканер в сторону широты покрытия для оптимального соотношения качества и времени работы. Мы добавили широкий набор векторов и разных типов проверок. Некоторые сканеры на рынке затачиваются под какой-то конкретный набор или тип проверок и делают его максимально глубоко. Мы же постарались собрать более точечные проверки на широкий набор уязвимостей. И последняя из проблем, которую хотелось бы затронуть, это время сканирования. Наш продукт использует умный анализатор, который находит шаблоны, отсеивает их от повторной проверки. Это относится к страницам, формам и вообще любым другим точкам атаки. Такой подход позволяет избежать довольно частой для DAST-решений проблемы. Это долгое время сканирования. И давайте посмотрим на наши метрики и другие решения на рынке. Мы использовали тот же набор целей, что и для проверки PT Blackbox. Если пройти по количеству true-positive уязвимостей, то видно, что наш сканер не на первом месте. Решение, обогнавшее его, использует большое количество сигнатурных проверок и, кроме того, лучше заточено под несколько известных нам синтетических стендов. Мы знаем про эти сценарии и не считаем, что нам необходимо под них затачиваться. Мы отдаем предпочтение более реальным проверкам и работе с реальными приложениями. Ну и кроме того, наш сканер и поиск версионных уязвимостей изначально затачивался под российский рынок. Вторая метрика — это время сканирования. Чем меньше, тем лучше. Тут по соотношению с найденным количеством уязвимостей у нас хороший результат. Как говорилось ранее, время работы — это вообще общая проблема для всех сканеров. И мы отслеживаем ее изменения от версии к версии. Кроме того, необходимо отслеживать безошибочность завершения сканирования, так как остановка с ошибкой также будет влиять на показатель времени. При таком сокращении времени сканирования остается риск упустить различные уязвимости. У нашего продукта такая проблема на тестовых стендах не наблюдалась. Ну и в принципе важно подвести итог, что все эти метрики и наблюдения нам дали. Набирая большой парк различных стендов и смотря на реальные кейсы и примеры, мы смогли сделать умный анализатор, который ускоряет работу сканера на реальных целях. Понимая покрытие на каждом из шагов, мы смогли наращивать разработку новых модулей вширь. Появились как новые проверки в существующих модулях, так и новые модули. И, наконец, держа в голове нашу метрику шумность и понимая, что работать с этим отчетом часто нужно будет не какому-то условному безопаснику, а реальным разработчикам, DevSecOps или QA-специалистам, мы постарались сделать удобный и понятный отчет. На этом мы хотели бы завершить рассказ о нашей технологии и перейти к демонстрации. При первом использовании PT Blackbox пользователь встречает экран входа в систему, на котором необходимо ввести логин и пароль.
После первого входа у пользователя нет никаких проверенных приложений, и система предложит ему ввести адрес цели, чтобы начать сканирование. После этого шага можно опционально задать способ авторизации в приложении, и при нажатии кнопки «Сканировать» будет запущен процесс проверки приложения. На экране отображается отчет о полученных результатах, причем данные добавляются в реальном времени в процессе сканирования. Из этого экрана также можно получить доступ к истории проверок цели, различным настройкам и при необходимости прервать сканирование. Также есть возможность поделиться данными с другими пользователями с помощью соответствующей кнопки. При нажатии на нее будет создана ссылка на отчет, пройдя по которой другие пользователи смогут увидеть результат проверок. Текущая конфигурация сканера настроена так, что он может проверять несколько целей одновременно. Для демонстрации этого укажем еще одно приложение. Сканирование успешно запустилось, система сообщает об успешном прохождении авторизации. Это свидетельствует о том, что все необходимые учетные данные указаны корректно. Также сканер смог обнаружить первые уязвимости на текущей цели. При переходе на главный экран мы можем увидеть, что проверка первого приложения продолжается, и уже были найдены более серьезные уязвимости. Для одновременной проверки нескольких целей требуется больше ресурсов. Говоря о ресурсах, стоит сказать несколько слов о системных требованиях сканера. В минимальной конфигурации сканер может работать с 8 ядрами процессора и 16 гигабайтами оперативной памяти. Этого достаточно для проверки одной цели. Если же предполагается использовать сканер на большем количестве целей или в процессе непрерывной интеграции и развертывания CI/CD, то стоит увеличить количество используемых ресурсов. Так, для одновременной работы, к примеру, с 5 целями, сканер потребует 21 ядро процессора и 22 гигабайта оперативной памяти. Необходимое количество ресурсов можно рассчитать, умножив число одновременно проверяемых целей на 4, прибавив к получившемуся числу единицу, если речь идет о ядрах процессора, или двойку, если речь идет об оперативной памяти. Размер жесткого диска мы рекомендуем брать, начиная от 100 гигабайт. Этот объем будет использован в основном для хранения результатов сканирования. Итак, сканирование завершилось. По окончании сканирования мы получаем полный отчет со всеми найденными уязвимостями. По результатам выдается интегральная оценка сайта, которая показывает, насколько плохо все с вашим продуктом, и нужно ли бежать и исправлять его прямо сейчас. Как видно по этому отчету, нужно. Такой продукт не смог бы выжить в реальном мире. В нашем отчете все уязвимости собраны по группам. Кроме обычных и ожидаемых групп по разным типам угроз, есть две дополнительные. Это версионные уязвимости и техническая информация. В технической информации собраны разные типы ошибок сервера, например, 400 и 500 статусы, а также список всех найденных приложений. В разделе версионных уязвимостей, как следует из названия, вы сможете найти CVE, сгруппированные по приложениям, к которым они относятся. Для каждой группы указано количество уязвимостей, в которые в нее входят. Подробный список вы можете посмотреть, нажав кнопку «Еще». По данным уязвимостям можно увидеть их описание, CVSS-вектор и оценку. Рекомендация к исправлению таких уязвимостей будет простой – обновляйтесь. Посмотрим, что еще может отобразить наш отчет для других типов уязвимостей. Возьмем, например, контроль доступа и файл inclusion. Как видно, кроме того же описания, тут представлен вектор атаки и те совпадения, по которым наш сканер решил, что уязвимость присутствует. Эти поля являются опциональными, и не для всех типов уязвимостей они есть. Кроме того, для многих таких уязвимостей можно посмотреть пару запрос-ответ. Эта информация будет вам обязательно полезна при отладке. Надо сказать, что мы находим более 100 типов различных уязвимостей, от популярных SQL-инъекций RCE до менее популярных DNS-ребиндинга и большого количества low-level уязвимостей. Например, раскрытие информации, небезопасные хедера и тому подобное. И хотя часто низкоуровневые проблемы не исправляют и считают их чем-то неважным, но мы считаем, что даже такие простые вещи могут стать первым шагом для успешной каскадной атаки на ваше приложение.
Давайте посмотрим, что можно изменить в настройках, чтобы ваше сканирование прошло с нужными параметрами. При создании собственного профиля сканирования вам нужно будет выбрать один из базовых профилей. Мы рекомендуем использовать полный профиль. Укажите имя нового профиля. Вы можете задать область сканирования, тип обхода сайта, изменить черные и белые списки. Эти параметры помогут вам точно проверить определенные области вашего приложения. Максимальное количество параллельно исполняемых модулей и задержка между запросами влияет на скорость сканирования сайта. Мы рекомендуем изменять эти значения только если вы хотите замедлить сканирование по каким-то причинам. Если ваша сеть сегментирована, вы можете указать прокси-сервер для доступа к вашему приложению. И, конечно же, вы можете изменять список используемых модулей. Большинство модулей соответствуют определенным типам уязвимостей, но некоторые, как, например, InfoExposure, агрегируют набор проверок на разные типы уязвимостей. Не забудьте сохранить ваш профиль после подготовки. Ключевой возможностью сканера является интеграция с CI/CD. Мы постарались сделать не только установку, но и интеграцию сканера в CI/CD как можно проще. Для этого был подготовлен скрипт для работы с CI/CD, представляющий собой обычный command-line интерфейс, настроенный для работы с API Blackbox. Он разрабатывался для того, чтобы можно было легко интегрироваться в существующий пайплайн. Предполагается, что запуск сканирования будет осуществляться после сборки приложения, параллельно запуском функциональных и нефункциональных тестов. Для работы скрипта необходимо получить авторизационный токен нашего сканера и указать цель, которую вы собираетесь проверить. На данном стенде уже сделаны все необходимые настройки, поэтому при нажатии на кнопку Run запустится процесс проверки приложения, который будет запускаться каждый раз после сборки этого приложения. Как мы можем видеть, сканирование автоматически запустилось по сигналу от пайплайна сборки. По ходу работы скрипт периодически сообщает статус сканирования и по окончании выводит список всех найденных уязвимостей, с которыми дальше может работать команда разработки или системных администраторов. А также отправляет ссылку на отчет, который откроется в веб-интерфейсе нашего сканера, где вы можете посмотреть результаты сканирования. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем развиваться дальше. У нашей команды есть большие планы на будущее. В ближайшее время мы планируем реализовать проверку API, о которой говорили ранее. Помимо этого, будем улучшать механизмы поиска уязвимостей и добавлять новые типы проверок, такие как Brute Force, HTML-инъекция, CORS и другие. В дальнейшем мы хотим реализовать полноценный анализ SPA приложений и дать пользователям возможность добавлять свои собственные проверки и модули. На этом все. Заходите на наш телеграм-канал и записывайтесь на пилоты.